Наш дом. Международный центр гражданских инициатив. Террористический акт от синепалого диктатора. Хроника инцидента с посадкой Боинга 737 в Минске. 17 января стало известно, что ICAO, Международная организация гражданской авиации, выпустила доклад о принудительной посадке рейса Ryanair FR4978 Афины-Вильнюс. Сегодня же мы разберемся с основной хроникой событий, связанных с посадкой и дальнейшим их развитием. Хроника. 23 мая 2021 года. День посадки самолета. 23 мая 2021 года. Boeing 737-8AS, регистрационный номер SP-RSM, который принадлежит польской авиакомпании BAZ, дочерней ирландской авиакомпании Ryanair, совершил перелет из Афин в Вильнюс. Номер рейса FR4978. На его борту находились 6 членов экипажа и 126 пассажиров. В 12:33 по минскому времени, через 3 минуты после входа в воздушное пространство Беларуси, от белорусских диспетчеров пилотам рейса 4978 поступила информация о нахождении на борту лайнера бомбы. В 12:54 по минскому времени, после уточнения обстановки и по рекомендации белорусского диспетчера, КВС перенаправил лайнер в национальный аэропорт Минска, несмотря на то, что самолет находился территориально ближе к аэропорту Вильнюса. Позже глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на пилота оказывалось значительное давление со стороны минского авиадиспетчера Олега Галегова. Чтобы заставить его посадить самолет в Минске, ему было сказано, что это красный уровень опасности. Хотя прямого принуждения не было, у пилота не было другой альтернативы, поскольку ему неоднократно отказывали в радиосвязи с авиакомпанией, ссылаясь на то, что с ним нет связи. Для сопровождения лайнера в Минский аэропорт Лукашенко личным распоряжением направил истребитель Беларуси, согласно заявлению заместителя командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майора Андрея Гурцевича. Это произошло уже после поворота лайнера в сторону Минска. В 13:15 по минскому времени рейс FR4978 приземлился в Минске. Белорусскими спецслужбами была начата проверка багажа и досмотр пассажиров. Пассажира Романа Протасевича арестовали после посадки самолета. Одновременно с Протасевичем была задержана гражданка Российской Федерации Софья Сапега. При досмотре в Минске пассажирам самолета пришлось ждать 2,5 часа без воды, без возможности пользоваться туалетом и мобильными телефонами. После завершения досмотра, помимо арестованных Романа Протасевича и Софьи Сапеги, на борт также не поднялись трое граждан России, которые сели на самолет в Афинах. Но позже выяснилось, что на самом деле это были 2 гражданина Беларуси и 1 гражданин Греции. По заявлению главы Ryanair Майкла О'Лири, после посадки в самолет зашли несколько неизвестных лиц с видеокамерами, которые неоднократно пытались заставить экипаж подтвердить на видео, что посадка в Минске была добровольной, однако экипаж отказался это подтверждать. В 20:48 по минскому времени, после 6,5 часов нахождения в Минском аэропорту, авиалайнеру было разрешено вылетать. В 21:25 по вильнюсскому времени самолет приземлился в аэропорту Вильнюса. В Вильнюсе самолет встречали премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и представители белорусской диаспоры Литвы. Кто такие Роман Протасевич и Софья Сапега? В октябре 2015 года Роман Протасевич вместе со Степаном Путило создали телеграм-канал «Нехта». В августе 2020 года, в период масштабных отключений интернета в первые дни после президентских выборов в Беларуси, канал стал главным источником информации о протестах, развернувшихся в стране, а после и их координатором. 27 сентября 2020 года Протасевич снял с себя обязанности главного редактора каналов «Нехта» и «Нехта Лайв». 5 ноября 2020 года власти Беларуси заочно предъявили обвинение Роману Протасевичу по 3 статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь. Его обвинили в организации массовых беспорядков, статья 293, организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, статья 342, и разжигании социальной вражды по профессиональному принципу, статья 130, часть 3. 19 ноября 2020 года КГБ РБ внес Протасевича в список террористов. Софья Сапега.
гражданка России, студентка Европейского гуманитарного университета в городе Вильнюсе. Впоследствии Софье Сапеги были предъявлены обвинения и возбуждено дело по статье, часть 1, статья 342 Уголовного кодекса Беларуси. Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления. Дальнейшие события после посадки самолета. 23 мая 2021 года. Тадеуш Гичан, участник телеграм-канала «Нехта», который ранее редактировал Протасевич, сказал, что на борту самолета находились сотрудники белорусского КГБ, которые инициировали драку с экипажем Ryanair, настаивая на том, что на борту самолета было самодельное взрывчатое устройство. Пресс-секретарь государственного предприятия аэропорта Литвы Лина Безина сообщила агентству AFP, что в национальном аэропорту Минска заявили, будто рейс был изменен из-за конфликта между членом экипажа и пассажирами. Но один из пассажиров рейса рассказал, что никакого конфликта между экипажем и пассажиром на борту не было. Сразу же после инцидента Светлана Тихановская призвала ICAO, Международную организацию гражданской авиации, провести расследование причин инцидента и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO. Относительно не поднявшихся на борт в Минске россиян, или, как утверждали позднее, что это были граждане Беларуси и Греции, генеральный директор авиакомпании Ryanair предположил, что они, по всей видимости, являлись сопровождающими Протасевича сотрудниками КГБ. 24 мая 2021 года BBC со ссылкой на мать Софьи Сапеги, Анну Дудич, сообщила, что ее дочь, которую накануне задержали, находится в минском изоляторе временного содержания на Окрестино. Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич отметил, что курс полета FR-4978 над Беларусью 23 мая стал необычным еще до разворота. На основе необработанных данных Flight Radar 24 он утверждал, что самолет не начал снижаться над Беларусью, хотя обычно это происходит при подготовке к посадке в Вильнюсе. Он предположил, что необычный маршрут может указывать на то, что пилоты самолета пытались сохранить исходное направление, чтобы как можно скорее попасть в воздушное пространство Литвы, но были вынуждены отклониться от курса после вмешательства белорусского реактивного истребителя. По мнению пилота, командира Airbus A320, Андрея Литвинова, движение самолета до разворота на нетипично большой для завершающей фазы полета высоте без снижения – это говорит не о попытке уйти от преследования истребителем, а о том, что белорусский диспетчер не давал пилоту самолета разрешения на снижение, хотя должен был сделать это, чтобы дальше перевести самолет на литовского диспетчера. На пресс-конференции директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский зачитал сообщение о минировании, полученное Минским аэропортом 23 мая, якобы от ХАМАС. В нем содержалась угроза взорвать самолет над Вильнюсом и были выдвинуты требования к Израилю прекратить огонь в секторе Газа и Европейскому Союзу прекратить поддержку Израиля. В тот же день представитель ХАМАС Фавзи Бархум заявил о непричастности группировки к угрозе минирования самолета. 25 мая 2021 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сделал заявление, в котором говорится, что Москва надеется, что власти Беларуси в ближайшее время освободят россиянку Софью Сапегу, задержанную вместе с основателем телеграм-канала «Нехта» Романом Протасевичем. Белорусский департамент по авиации опубликовал расшифровку радиопереговоров между Белорусской службой управления воздушным движением и рейсом FR-4978. Согласно этой расшифровке, белорусский диспетчер, сказав пилотам об угрозах взорвать самолет над Вильнюсом, первоначально сообщил, что информация о минировании самолета получена от специальных служб, а затем заявил, что сотрудники службы безопасности аэропорта получили письмо по электронной почте. В ответ на вопрос пилота о том, какой аэропорт получил эту угрозу, Вильнюсский или Афинский, диспетчер заявил, что сообщение о минировании самолета получило несколько аэропортов. Впоследствии Лукашенко заявил, что сигнал о минировании поступил одновременно в Афины, Минск и Вильнюс. Далее белорусский диспетчер неоднократно рекомендовал пилотам перенаправить самолет в Минский аэропорт.
По данным совместного расследования Центра досье с Der Spiegel и The Daily Beast выяснилось, что электронное письмо от Ахмеда Юрланова с сообщением о минировании самолета было получено администрацией литовских аэропортов в 12 часов 25 минут, а Минским аэропортом в 12 часов 57 минут, через 23 или 24 минуты после того, как информация об этом письме была передана диспетчером пилоту 12:33-12:34. Швейцарский интернет-провайдер Proton Technologies AG позже подтвердил, что сообщение о минировании самолета авиакомпании Ryanair было отправлено уже после того, как борт развернулся в сторону Минска. Софья Сапега была арестована решением суда на 2 месяца по неизвестному на тот момент обвинению. Белорусское правительственное информационное агентство «Белта» заявило, что пилоты просили приземлиться в Минске, но, по словам представителя Ryanair, именно белорусские авиадиспетчеры проинформировали экипаж самолета об угрозе и приказали им изменить курс на Минск. Белорусский телеканал «Беларусь-1» продемонстрировал отрывки записей переговоров, в которых поменял местами слова диспетчера и пилота с целью создать впечатление, что решение сажать самолет в Минске принял экипаж. Якобы на вопрос диспетчера о перенаправлении, чья это рекомендация, пилоты ответили «это наша рекомендация». 26 мая 2021 года Лукашенко сообщил, что в Минске 3 пассажиров сошли для того, чтобы не возвращаться в Беларусь из Вильнюса. 27 мая 2021 года премьер-министр Греции Кариакос Мицотакис заявил, что подтвердить факт слежки не удалось и нет никакого свидетельства о том, что на борту были агенты. В то же время, после просмотра записей с камер видеонаблюдения в отелях и в Афинском аэропорту, сотрудник МВД Греции, попросивший не называть своего имени, подтвердил, что за Романом Протасевичем и его девушкой Софьей Сапегой следили не менее 3 сотрудников спецслужб с российскими паспортами, действовавшие в интересах Беларуси. 3 июня 2021 года белорусский государственный телеканал ОНТ показал видео с участием экс-главного редактора телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича и руководителя ОНТ Марата Маркова. В этом видео Протасевич повторяет, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания. При этом на лбу заметна ссадина. Не исключено, что видео было записано под давлением. Отец Протасевича уверен, что его сын пошел в эфир ОНТ под воздействием пыток. 14 июня 2021 года задержанный в Беларуси основатель телеграм-канала «Нехта» 19 октября 2020 года признал в республике экстремистским. Роман Протасевич принял участие в пресс-конференции в Минске по ситуации с бортом Ryanair, организованной МИД республики. Глава МИД Британии Доминик Раб назвал пресс-конференцию постановкой. 25 июня 2021 года Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест. Международная организация гражданской авиации ICAO создала комиссию по расследованию ситуации с посадкой ирландского самолета Ryanair в Минске. В рабочем документе, представленном членами Совета ICAO, представлено состояние дел по расследованию данного инцидента, а именно сформирована комиссия по расследованию, определен круг вопросов, на которые предстоит получить ответ, направлены вопросы ряду стран по данному событию. 8 декабря 2021 года стало известно, что бежавший в Польшу диспетчер Белаэронавигации Олег Галегов рассказал, что в диспетчерской находился офицер КГБ Беларуси, который в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу. Этот офицер говорил с кем-то по телефону, сообщая, что происходит с самолетом. Спустя несколько дней спецслужбами Польши была опубликована аудиозапись переговоров диспетчера с экипажем, на которой слышно, как третье лицо на русском языке дает указания диспетчеру по ведению переговоров. В частности, что рекомендация сажать самолет в Минске исходит от белорусской стороны. Россиянке Софье Сапеге предъявлено окончательное обвинение по 7 статьям Уголовного кодекса. Среди них разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил общения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. Ей грозит до 6 лет тюрьмы. 21 декабря 2021 года обвиняемая Софья Сапега попросила Александра Лукашенко о помиловании.
11 января 2022 года Беларусь назвала польскую запись переговоров с пилотом Ryanair монтажом. 14 января 2022 года уголовное дело в отношении гражданки России Софьи Сапеги, обвиняемой в разжигании вражды и организации насилия в отношении силовиков, поступило в Гродненский областной суд. Экономические и политические последствия инцидента. 24 мая 2021 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о заморозке финансовой помощи Беларуси на 3 миллиона евро до тех пор, пока страна не станет демократической. Участники саммита ЕС приняли решение о запрете на полеты на свою территорию для белорусских авиакомпаний, а также рекомендовали европейским перевозчикам не летать над воздушным пространством Беларуси. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал высадку необычайной акцией и упомянул серьезные последствия. Он сообщил о том, что Великобритания отозвала разрешение белорусской авиакомпании «Белавия» на выполнение рейсов в Соединенное Королевство. Также власти Великобритании рекомендовали своим авиакомпаниям облетать территорию Беларуси ради безопасности пассажиров. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкавичус назвал инцидент противоречащим международному праву и сказал, что реакция должна быть решительной и эффективной. В Риге, возле гостиницы Radisson Blue Hotel Латвия, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею 2021, государственный флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белый. Флаг у гостиницы, где также проживает белорусская хоккейная команда, сменили министр иностранных дел Эдгар Ринкавичус и председатель Рижской думы Мартинš Стакис. В ответ на это власти Беларуси потребовали от всех сотрудников посольства Латвии в Беларуси покинуть страну в течение 24 часов. Рига заявила об ответной высылке дипломатов и попросила сотрудников посольства Беларуси в Риге покинуть страну. 26 мая 2021 года Польша запретила белорусским авиакомпаниям летать через свое воздушное пространство. 29 мая 2021 года депутат Московской городской думы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко из-за действий в отношении россиянки Софьи Сапеги и посадки самолета авиакомпании Ryanair. Депутат потребовал допросить Лукашенко во время его визита в Сочи 28 мая 2021 года. 3 июня 2021 года США возобновили ранее приостановленные санкции, полные блокирующие рестрикции против 9 белорусских госпредприятий нефтехимии. Белорусский нефтяной торговый дом, НПЗ «Нафтан», Белнефтехим и его американский филиал, Белшина, Гродно-Азот, Гродно-Химволокно, Лакокраска и Полоцк-Стекловолокно, а также ввели персональные санкции в отношении представителей белорусских властей. Формально блокирующие санкции в отношении крупнейших белорусских предприятий США ввели еще в 2011 году. 5 июня 2021 года ЕС запретил всем государственным белорусским авиакомпаниям полеты над территорией Евросоюза. 7 июня 2021 года Сербия сначала заявила, что оставляет небо открытым для белорусских самолетов, однако 21 июня 2021 года также объявила о его закрытии. 21 июня 2021 года главы МИД Евросоюза согласовали ограничения против 8 компаний и 78 физлиц, сотрудников белорусских Минобороны, Минтранса, военных, журналистов государственных СМИ, депутатов, ректоров университетов, которым запретили въезд в ЕС и заморозили активы. В числе лиц, попавших под персональные санкции, оказались российский олигарх Михаил Гуцериев и средний сын Лукашенко Беларуси, председатель президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко. 24 июня 2021 года в связи с нарушениями прав человека в Беларуси, репрессиями против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair и последующим задержанием журналиста Романа Протасевича и Софьи Сапеги, Совет Европейского Союза утвердил секторальные санкции против Республики Беларусь.
В них был оговорен запрет на поставку в Беларусь оборудования, технологий и программного обеспечения, основное назначение которых – мониторинг или перехват телефонных и интернет-коммуникаций, а также товаров и технологий двойного назначения для военного использования. Ограничили также торговлю нефтепродуктами, хлоридом калия и товарами, необходимыми для производства табачных изделий. Стоит отметить, что те санкции, которые уже приняты в отношении Беларуси, не являются достаточным рычагом давления на режим, а малейшее послабление только убедят диктатора в том, что он имеет право продолжать свою террористическую деятельность как на территории самой страны, так и за ее пределами. Резолюции, принятые по факту инцидента с посадкой самолета. 28 мая 2021 года Сейм Польши единогласно принял резолюцию с осуждением действий Беларуси относительно самолета Ryanair. В документе говорится: «Мы, депутаты Сейма Республики Польша, решительно осуждаем акт государственного террора, в результате которого 23 мая 2021 года в Минске был вынужден приземлиться самолет Ryanair, что создало угрозу авиационной безопасности, а также незаконное задержание белорусскими властями Романа Протасевича и Софии Сапеги». 10 июня 2021 года Европарламент принял резолюцию по Беларуси и инциденту с самолетом Ryanair, где призвал ЕС ввести жесткие экономические санкции против уголовного режима Александра Лукашенко. Европарламент признал принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair в Минске актом государственного терроризма. Об этом говорится в резолюции, принятой на пленарном заседании в Страсбурге. За нее проголосовали 626 евродепутатов, 16 высказались против, еще 36 воздержались. 7 октября 2021 года депутаты Европарламента приняли резолюцию по Беларуси. В ней они потребовали расширить санкции против властей Беларуси и передать дело Беларуси в Международный суд. За проголосовали 506 депутатов. Против выступили 29, а 139 воздержались. Реальные экономические последствия данного инцидента оценить на данный момент не представляется возможным. Однако можно точно утверждать, что от их последствий страдают в первую очередь кошельки диктатора. Кроме этого, необходимо понимать, что от содержания доклада ICAO, Международной организации гражданской авиации, во многом зависит переход международного признания Лукашенко как террориста на новый уровень. Международный центр гражданских инициатив «Наш дом» убежден, что посадка самолета 23 мая 2021 года является террористическим актом, а виновные в совершении данного преступления должны понести ответственность согласно букве закона, реального закона, а не того, который сейчас существует в Беларуси.